Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки. Сила Лоренца. Сила Лоренца – это сила, которая будет действовать на какой-нибудь заряд, положительный или отрицательный, который влетел в магнитное поле. Вот все. Значит, наша с вами задача определить эту силу. Но прежде чем мы начнем рассматривать всякого рода примеры, мы должны вспомнить, что сила-то это векторная величина. А раз сила векторная величина, значит мы должны найти численное значение силы и его направление. Так вот, направление силы определяется с помощью вот этой вот самой левой руки. Есть разные, так сказать, способы определения силы. На мой взгляд, я вам расскажу, на мой взгляд, опять-таки, самый, так сказать, простой способ нахождения силы. Прежде чем мы начнем решать задачу, давайте с вами посмотрим. Ну вот, например, я нарисую силовые линии магнитного поля. Это вектор индукции магнитного поля. И, например, внимание, сюда будет влетать положительно заряженная частица. Это может быть протон, альфа-частица, да, вот, неважно. Влетает положительно заряженная частица. Вот. И мы должны прежде всего с помощью правила левой руки определить направление. Так вот, представим себе, что мы с помощью вот кисти ловим что-то, ловим что-то, ловим что-то. Можно и так ловить, можно и так ловить, можно и так ловить, можно и так ловить. Да, можно и вот так вот поймать что-то. Короче говоря, беру левую руку, опа, и ловлю направление магнитных силовых линий. Все. Естественно, можно и вот так вот как бы поймать, да? Вот, но я ловлю вот таким вот образом. Так, да. 4 пальчика. Вот они, 4 пальца. Должны показать нам направление влета частицы в магнитное поле, то есть направление скорости. И тогда большущий палец покажет направление силы. То есть частица, которая влетит в магнитное поле, да, ведь смотрим у нас, да, вот так вот влетает в магнитное поле. И сила, которая будет действовать на эту самую частицу, будет направлена вот в том направлении. Туда она будет направлена. Что это означает, ребятки? Это означает, что мы должны определиться, как это направление назвать. Вот. Как это направление назвать? Ну, можно, так сказать, смотреть. Ага, оно будет туда направлено. Вот. От нас. От нас. Туда. Да, в плоскость вот этого, так сказать, в плоскость вот этой плоскости, да, ну туда, короче говоря. Вот, значит, от нас. Это будет к нам, на нас, а это будет от нас. То есть сила будет направлена так вот. И поэтому, если я хочу это записать, это будет обозначаться вот таким вот образом. Оп. И здесь я силу должен нарисовать. То есть она вот туда будет направлена. Туда, куда смотрит большой палец. Вот такая вот ситуация. Да? В плоскость чертежа. Можно так сказать. В плоскость чертежа. От плоскости чертежа. Ну, как-то так, да? Вот. Понятно. Самое главное, уже не важно, как вы это напишете. Самое главное понять, что происходит от нас туда, вот все. Ну, давайте с вами решим задачку. Вот по этому способу, да, опять-таки. Для того, чтобы найти силу Лоренца, мы должны заряд умножить на скорость, умножить на индукцию, на вектор индукции магнитного поля, на B, и еще умножить на синус угла альфа. Про синус мы поговорим в дальнейшем в какой-нибудь задаче. А пока что мы видим? Угол-то у нас здесь равен чему? Между направлением вектора
магнитной индукции и направлением скорости, он у нас 90 градусов. А как известно, синус 90, он равен единице. Поэтому, когда какая-нибудь частица влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитного поля, синус мы можем смело, так сказать, выбросить, потому что синус 90 градусов, он равен единице. Ну и допустим, частица, которая влетела сюда, протон. Протон. Заряд протона точно такой же, как и у электрона. 1,6 на 10 минус 19 степени кулон. Только протон положительный, а электрон отрицательный. Так вот, мы сейчас с вами только про положительно заряженные частицы поговорим. 1,6 на 10 в минус 19 степени кулон. Скорость улета пусть будет 2 на 10 в 6 метров в секунду. А индукция магнитного поля пусть у нас будет 2 Теслы. Ну и все, просто нужно перемножить и получить ответ 1,6 на 10 минус 19. Умножаем 2 на 10 в 6. Умножаем на 2. Да. Ну и в конечном итоге, после перемножения, получается 6,4 на 10 в минус 13 степени ньютонов. Небольшая сила, но и протон-то невеликая частица. Вот все. То есть эту задачку я с вами, так сказать, решил. Давайте дальше. Пусть у нас все время будет протон влетать в магнитное поле. 2 Тесла и вот с такой вот скоростью. Все время. Ну, вот так вот. Да, давайте с вами посмотрим, что будет происходить. Если смотреть внимательно, вектор магнитной индукции, линии магнитной индукции, вот направлена вот таким вот образом. Что это такое? А вот так вот. От нас. Да? От нас. Вот сюда вот они будут направлены. Вот так вот. Вот сюда. Вот так вот. На нас. В глаз, если мы так смотрим. В глаз. Да? Вот сюда. Вот. И, допустим, опять-таки, влетает в это магнитное поле протончик. Вот он. Таким вот образом. Ну, что же происходит, да? Вот. Значит, магнитные силовые линии. Так. Правильно? А протон влетает вот так вот. То, что здесь нарисовано. Вот так вот. Понятно, да? Вот он. Влетает вот в эти вот магнитные, в магнитное поле, направление которого от нас. Вот так вот. Вот так вот, да? А он влетает так. Что будет? А очень просто. Что мы делаем? Берем левую руку. Ловим. Вот сюда, да, это идет, да? И сразу же видим, что 4 пальца, да, показывают нам направление влета. А вот большой палец вот сюда смотрит, да? То есть, что произойдет? Он начнет у нас вот так вот двигаться. Вот так вот. То есть, слева направо направление силы. То есть, направление силы можно писать так. Направление силы будет вот таким вот образом. Вот так вот сила. Слева направо, вот туда. Вот. И этот самый протон, кстати говоря, влетев в магнитное поле, в данной ситуации начнет вот так вот крутиться, да, по окружности двигаться. Да. Запомните это, что любая частица, которая влетает в магнитное поле, она начинает, если перпендикулярно, то траектория движения этой частицы круг. Движется по кругу, то есть сила Лоренца, она изменяет все время направление движения. Но это уже, как говорится, другие задачи определили. Ну и что? Опять-таки, эта сила будет равняться QVB. А мы это уже делали подсчет. Да? Вот, сколько там получилось? 6,4 на 10 в минус 13 степени ньютона, потому что этот протон влетел перпендикулярно направлению вектора магнитной индукции.
Ну, еще давайте сейчас с вами, вау, интересный примерчик рассмотрим. Так, вот. Протон. Это вектор магнитной индукции. Сейчас протон вот так вот у нас улетает. Да? О, ага. А сейчас мы с вами будем делать упражнения для разминки левой руки. Смотреть внимательно. Ловлю. А сейчас 4 пальца скорость должны показать. То есть я должен одновременно и поймать, и скорость показать. А не получается. А почему не получается? Ага. Да потому что угол-то между направлением скорости и вектором магнитной индукции он равен нулю, а синус нуля это 0. Поэтому и силы никакой здесь не будет. Никакая сила не будет действовать на протон, на любую заряженную частицу, если она влетает параллельно линиям магнитной индукции. Хорошо. А вот что же будет, если она влетела, эта частица положительная? Вот так вот. Ага. Это здесь уже видно, что под углом 90 градусов. Что делаем? Опа! Левая рука. Ловим. 4 пальца направления скорости. И эта частица начнет отклоняться на нас. То есть, влетев вот сюда в магнитное поле, она начнет двигаться вот таким вот образом. Вот таким вот образом. То есть, она будет вот так крутиться, вот так вот. Тин-тин-тин-тин. Крутиться будет так. Все. Значит, направление силы на нас. А это значит, можно обозначить вот так вот. На нас. Вот сюда, видите, как будто стрела летит. И острие стрелы на нас, оттуда, к нам. Вот все, вот направление силы. Ну и понятно, опять-таки, что эта сила будет равняться КВБ. КВБ. Вот. Подставляем численные значения и опять получаем 6,4 на 10 в минус 13 степени Ньютона. Ну хорошо. Давайте с вами чуть-чуть усложним задачу. Чуть-чуть. 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 Усложним задачу. Допустим, магнитные силовые линии так. А вот частица положительно заряженная, вот она, протон, вот она, влетает вот таким вот образом. И вот этот уголочек 120 градусов. Ага. Что в данной ситуации произойдет? Что нужно сделать? А сделать нужно вот что. Разложить вот этот вектор скорости на две составляющие. Расставляем. Вот у нас раз. Да? Вот. Первая составляющая. И вторая составляющая. Вот это будет, допустим, Vx, а это у нас пусть будет Vy. И что нас интересует? А нас интересует Vy, потому что из предыдущей-то задачи мы с вами видим, что по оси x, неважно, в ту сторону, в эту сторону, никакая сила не действует, поэтому сила-то будет действовать только вот в этом направлении, перпендикулярно, да, ловим, прежде всего левая рука, ловим, теперь вот так вот, да, вот так нужно распределить, вот так вот. Поймали вот этой ладошкой поймали, 4 пальца вниз, а большой-то на нас смотрит. Поэтому сила будет опять-таки, которая будет действовать, да, будет на нас смотреть. Что это означает? А это означает, смотрите, по оси-то x тоже есть скорость. И поэтому вот эта частица, влетев в магнитное поле, да, будет испытывать раз и начинать вот так вот двигаться. По спирали. То есть тут спираль вот такая будет.
Вот что произойдет. Потому что по оси-то x тоже скорость имеется. А нам с вами нужно рассчитать силу, которая все-таки будет действовать на этот самый протон, который влетел. Ну что тут? Значит, если тут 120, да, 120, значит, а здесь 90, значит, здесь 30. А уголок-то вот он, 60 градусов. Вот он, 60 градусов. Поэтому в данной ситуации VY, вот оно, либо здесь 60, либо здесь 60. Вот этот уголок 60, этот 60. Поэтому я записываю вот эту формулу. Сила улицы будет равна QVB и синус вот этого уголка 60 градусов. Мы это вычислили. Ну что, QVB мы с вами находили, правильно? Сила улицы будет равна. Это 6,4 на 10 в минус 13 ньютонов и умножаем на синус 60 градусов. Умножив все на синус 60 градусов, мы получим 5,53 на 10 в минус 13 степени ньютонов. То есть сила, которая будет действовать на заряд, который влетел не под углом 90 градусов, 54. Вот. Не под углом 90 градусов, а под другим углом, да, сила становится меньше, потому что под углом-то 90 синус равен единице. Все остальное меньше единицы, поэтому и сила будет всегда меньше. И чем будет больше угол, мы стремимся к нулю, тем сила будет становиться меньше, 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 меньше. Так, самая большая теперь меньше, 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 меньше. Меньше, 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 меньше. Ну вот как-то так. Давайте еще, да, более такую, задачку. Еще одну решим и все. А вот с 90 градусов все понятно. Вот что будет, если у нас магнитные силовые линии будут вот таким вот образом. Или, допустим, да, мы говорим в этом фильме, я буду все рассказывать про положительно заряженную частицу. Вот. И в конце скажу, а что делать с отрицательно заряженной частицей. Так вот, значит, допустим, протон, вот он, я его нарисовал, влетел вот таким вот образом. Влетел. Вот таким вот образом, вот с этой самой, так сказать, скоростью. Опять, что мы делаем? Раскладываем эту скорость на две составляющие. Вот они. Да? Раз. Это по оси X. И ось X я выбираю по направлению силовых линий. Вот ось X у нас туда пусть будет направлена. Значит, вот так вот у нас будет направлена ось Y. То есть вот это у нас VY, что нас интересует. По оси X ничего не действует, никакой силы нет. Ну и что тогда? Опять-таки ловим, да, ловим, 4 пальца туда и смотрим, что вот этот вот самый большущий палец от нас туда, куда-с, от нас туда-с. Короче, вот так вот. Туда. Понятно, да, почему? Вот он. Вот, туда. Все. Но самое интересное заключается в том, каково будет его направление в данной ситуации. Вот. Направление будет следующим образом. Я не сказал, под каким углом он, так сказать, влетел. Как определяется угол влета? Угол влета, как же он у нас определиться? Допустим, сказано было, что вот этот уголочек, скажем, 30 градусов. Правильно? Вот. Раз здесь 30 градусов, здесь 30 градусов, а скорость такая, могу найти VY. Вот. В данной ситуации только будет не синус, а косинус. Опа! То есть и косинус тоже можно, так сказать, использовать. Скажете, почему вот формула только синус? А потому что
синус угла, вот этот вот угол, определяется между направлением вектора магнитной индукции и скоростью в данной ситуации влета. То есть, в принципе, можно использовать вот этот угол, только он будет равен 60 градусов, и в данной ситуации синус. Понятно, что косинус 30 равен синусу 60 и наоборот. Ну, неважно. Главное понять, про какой угол здесь ведется речь. Значит, если мы ищем вот это VY, значит синус только будет 60. Да? Вот все, опять-таки сила Лоренца у нас будет равна КВБ, это 6,4 на 10 в минус 13 и на синус 60 градусов. И на синус 60 градусов. Вот такая вот ситуация. Вот все. Относительно выбора, так сказать, осей. Не надо думать, что вот эта вот система координат, она всегда такая. Я ее могу поворачивать. Вот. И рассматривать, что же будет происходить именно вот в таком вот случае. Кстати говоря, это мы подсчитали, да, предыдущие задачи. Подсчитали предыдущие задачи и получили тоже 5,54 на 10 минус 13 степени ньютонов. Так вот, давайте с вами, как я и сказал, в двух словах расскажу, что же будет происходить, когда в магнитное поле, допустим, вот такое вот магнитное поле, будет влетать отрицательно заряженная частица. И вот тут возникает, так сказать, не то, что некоторые, так сказать, трудности, а возникает разное объяснение учителей, профессоров, докторов и так далее и тому подобное. Каждый считает, что он, так сказать, объясняет и понимает этот материал намного лучше, чем другой. Естественно, кто бы спорил, но самое-то главное, вот, понять, что должно происходить, а как это уже объясняется, неважно. Есть много, так сказать, разных, так сказать, подходов. Ну, как мне на этот вопрос ответите? Да, много. Вот. В зависимости от того, кто вас, так сказать, учит, он скажет, надо делать так. И только так. Ничего подобного. Вот. Некоторые говорят, ага, если у вас имеется отрицательно заряженная частица, тогда мы с вами должны правую руку использовать, и не левую. Правило правой руки. Тут я всегда говорю, результат-то будет один и тот же. Неважно, какой рукой вы будете делать, левой или правой. Вот. Самое главное понимать, что вы, так сказать, делаете. Я лично сторонник все время использовать левую руку. Потому что если вдруг будет какой-нибудь экзамен, то здесь вот, да, вот в таком вот, как бы, вы находитесь в напряжении. Ой, какую руку использовать? То ли левую, то ли правую. Ого-го-го-го. Все время левую. Частица в магнитном поле только левая рука. И что делается? Берем, да, ловим, влетает. Положить большущий палец показывает от нас. Но надо всегда помнить, что левая рука для положительно заряженной частицы. Поэтому для отрицательной частицы будет наоборот. Поэтому если сила сейчас направлена от нас, то для отрицательно заряженной частицы к нам. Вот все. В данной ситуации. Поэтому сила будет действовать таким вот образом. Электрон, который влетает, ну электрон отрицательно заряженная частица, да, влетев вот сюда, он раз и начнет вот таким вот образом крутиться. Вот таким вот. Почему? Потому что сила на него будет действовать на нас. Вот и все. Вот так вот. Все, что мне хотелось бы вам рассказать. Учите физику на самом суперском канале ФЭП. Физика — это просто канал,
на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь, буду вам очень признателен и благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Все, всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.